Всем здравствуйте! Маленькое вступление перед тем, как вы начнете смотреть это видео. Дело в том, что вначале я говорю о том, что меня снимает две камеры. Одна впереди, одна сзади. Дело в том, что та, которая снимала сзади, к сожалению, не будет участвовать в этом видео. Почему? Потому что я случайно удалила некоторые видео. То есть я захотела почистить CD-карту и удалила много чего того, что мне было нужно. Попыталась восстановить, есть такие программы, но, к сожалению, именно этих два видео, которые я записывала в этот день, я удалила уже безвозвратно. Они достаточно большой емкости, поэтому, возможно, поэтому они не сохранились. Поэтому я приношу свои извинения. То, что я говорю в начале, что меня снимает две камеры, это, к сожалению, неправда. Там будет немножко вставочка небольшая, то, что я буду снимать себя с телефона. Вот здесь он у меня будет, когда я буду шить, да, там пару фраз я скажу. Но все остальное снимает только одна вот эта вот камера, которая будет впереди меня. Я очень надеюсь, что это не помешает нашей работе. Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое. Меня зовут Оля, и мы продолжаем наш проект «Упрощенный жакет с нуля». Сегодня я решила переехать в другую часть своей мастерской. Здесь у меня машинки. В принципе, с этой стороны и стол есть доступ. И я решила уже расставить свои камеры таким образом, чтобы меня видно было со всех сторон, чтобы не тратить много времени на перестановку и переезд. Итак, сегодня мы с вами начнем сборку нашего жакета. Первым делом мы должны с вами сколоть и сшить выточки. Если у вас только нагрудные, значит только нагрудные. Если есть талиевые, значит талиевые. Если это рельефы, значит сшиваем, то есть скалываем, сшиваем все рельефы. У меня уже сколоты выточки мои. Значит, выточки у меня только нагрудные. Далее это у меня полочки, как вы видите, да. Выточки сколола, сейчас я их буду сшивать. Строчить я буду то есть длина стежка у меня будет 2,5 миллиметра. Так, сейчас я установлю нитки. Далее я уже сколола все детали подкладочки. Сейчас покажу. Значит, я сколола обтачку с бочками. Вот они, мои два бочка. Не путаем, где у нас лицо, где изнанка. То есть они должны быть в зеркальном отражении. Так, сейчас это тоже будем сшивать. Далее я приколола обтачку горловины спинки. Приколола таким образом, что вот здесь у меня посерединке получилась складочка, буквально 0,5 складочка. То есть, когда я первый раз в предыдущих видео, не помню в каком, по-моему, в предпоследнем видео я скалывала обтачку со спинкой, у меня получилось ровно, то есть никаких не было излишек. Но тогда у меня не была продублирована обтачка. Обтачка у нас выкроена не по долевой и поперечной, поэтому, конечно же, были места, где я могла растянуть. То есть, если у вас вот так вы скололи, и если у вас все ровно, то тоже это нормально. Если у вас посерединке есть складочка, то это тоже нормально. То есть свобода именно по спинке, именно на подкладке должна быть. Мы ее закладывали специально. Ну и, конечно же, я приколола обтачку по низу спинки. Сейчас мы будем ее все это сшивать. Теперь, что касается нашей полочки. Значит, для начала я прикалываю подборд с подкладкой полочки, и к низу я прикалываю обтачку для полочки. Пока я только приколола, когда я буду сшивать, для начала я буду вот эту часть сшивать, здесь немножко отколю, а потом уже пришью низ. То есть все понятно, да, как мы это все сшиваем. Ну и, конечно же, вторую полочку точно так же. Я не знаю, показывать вам полный процесс или нет, как я это все буду сшивать. Кстати, сшивать я буду на оверлоке. И, возможно, сделаю отстрочку, возможно, сделаю закрепочную строчку. После этого мы должны все отгладить. То есть, смотрите, наша выточка на полочке, нагрудная. У меня она вниз идет по косой. Вот она, да? И мы ее
закладывать будем наверх. То есть у нас получается вот здесь еще лишнее, когда мы будем сшивать боковые линии, да, мы будем здесь немножечко еще отрезать вот этот хвостик от выточки. Но будьте внимательны. Вот так все выравниваем. Вот здесь я соединяю сначала, вот здесь я соединяю, потом вот так выкладываю все и аккуратненько скалываю булавочками. Это все потом заутюжится, все выровняется, все здорово. Если вы дублировали все свои детальки, ну то есть это кроме рукава и спинки, да, получается. Если вы дублировали, то я вам рассказывала, как правильно дублировать, как правильно лацкан дублировать и выточку. То есть вам будет удобнее гораздо. Ну, либо вы вырезали выточку. Я думаю, что я не буду ее вырезать. Я, наверное, все-таки ее оставлю. Не буду вырезать. Либо, если вы вырезали, значит, вот здесь вы потом должны пройтись еще оверлоком. Ну, в принципе, можно и не прятать оверлоком срезы, потому что они будут внутри нашего жакета. Но все-таки мне хочется, чтобы мне исключить, скажем так, осыпание срезов. Я хочу, чтобы все было надежно, скажем так. Итак, я сейчас заправляю машинку, сшиваю все свои детали, то есть проделываю то, что я сейчас показала. Возможно, немножко я покажу это на камеру, ну а потом мы будем все заутюживать. Так, бачка готовы, спинка готова, переходим к полочке. Значит, обтачку вот в этом месте я немножечко так отколю, не всю, а вот только в этом месте, где у меня вот это вот приколоты две детальки, да, и сейчас я их соединяю. Итак, я пришила под борт и полочку, обтачку низа, то есть обтачку переда я пока не пришиваю, он у меня пока остается сколотый. Почему? Потому что я сейчас буду обрабатывать швы на оверлоке, и чтобы мне пришить уже обтачку вот в этом месте, у меня должен вот этот шов быть обработан. Если вы не будете обрабатывать на оверлоке, то без проблем, не обрабатывайте. То же самое я делаю с другой полочкой. Кстати, обратили внимание, да, я поставила для себя третью камеру, то есть это уже на телефон, на Android я снимаю. Так, чтобы не занимать место рабочее, я решила вот так постелить покрывало. И прямо здесь сейчас буду отглаживать. То есть, смотрите, я уже все сшила, все подкладочные детальки соединила. Я уже не стала это все снимать на камеру. Значит, сейчас я это все отглаживаю. Наверное, видно, да, надеюсь. Смотрите, вот она моя подкладочка. Значит, я припуск вот этот, ну, для удобства, наверное, буду заутюживать на сторону подкладочной ткани, на сторону подкладочной детали, вернее, да? Так. Аккуратненько все это выравниваю, выглаживаю. Если необходимо, можно помочь себе какими-нибудь приспособлениями. Досточка вот есть такая, дощечка такая специальная, да, чтобы охлаждать швы, чтобы они были такие плоские. Обратите внимание, из-за того, что здесь у нас выточка, у меня здесь получается неровный шов, а имеется такой бугорчик. То есть это нормально, потому что здесь у нас выточка заложена. Нижний вот этот шов я тоже заутюживаю наверх, то есть на сторону нашей подкладочной детальки. Так, проверяю все с лицевой стороны. И точно так же я заутюживаю все срезы и спинку,
То есть все швы я заутюживаю на сторону подкладочной детальки. И выточку нагрудную я тоже сразу заутюживаю, но заутюживаю ее наверх. Конечно, хотелось бы вниз, я уже говорила об этом, да, хотелось бы вниз, чтобы ее было видно. Вот так, если мы ее вниз заутюживаем, то ее видно. Если мы заутюживаем вверх, то когда мы, допустим, разговариваем с человеком, он стоит вот так вот перед нами и на уровне вот так глаза, он ее может не видеть. Но хотя она тоже видна, я думаю, что нормально будет. Хотелось бы, конечно, чтобы ее было видно. В общем, я сейчас все это отглажу. Уже за кадром. Мне уже болтать как бы не о чем, да. Я, чтобы время не терять, я сейчас все это отглажу за кадром и продолжим с вами дальше. Итак, я уже отгладила все свои детальки, делаю раскладку. Не забываем, что у нас у подкройного бачка два разных уголочка. Выше, который уголочек, он идет к спинке. Значит, полочка, подкройной бачок, спинка и то же самое здесь. Что касается сшивания подкладки, сборки, я буду сшивать самым обычным способом. То есть вот так соединяю, строчу прямой строчкой закрепочной и обрабатываю срезы на оверлоке. Так я делаю все 4 среза боковых и плечевой срез тоже. То есть это касается подкладки. Что касается основных деталей, значит, вот она у меня полочка, спинка и подкройной бачок. К спинке выше, высокий уголочек. Здесь я хотела бы сделать швы в разутюжку. Но вот не знаю, как у меня здесь, скорее всего, здесь не получится в разутюжку. В принципе, можно сделать в разутюжку. Если вы хотите сделать швы в разутюжку, то нам нужно каждый срез обработать отдельно на оверлоке. Далее мы сшиваем, я делала припуск 1,5 сантиметра, припуск этой ткани, потому что, во-первых, смотрите, она сухая, она махрится, очень это заметно, ну, на всякий случай, да. Во-вторых, для того, чтобы делать швы в разутюжку. Но я, кстати, сейчас еще подумаю, стоит ли разутюживать. Ну, в принципе, можно вот здесь, да. В принципе, можно сделать в разутюжку, просто здесь слишком будет плотно. Но можно здесь даже вот вырезать вот эту часть или вырезать выточку. Но я не хотела бы делать лишние, как говорится, движения, то есть лишние срезы, лишние швы не хотела бы. Поэтому я думаю, все-таки я сделаю так же, как и подкладку. Я все-таки сделаю обычным швом, то есть соединительным, да, не буду делать в разутюжку. Но, говорю вам, если вы хотите делать в разутюжку, то вам нужно обработать на оверлоке отдельно каждый боковой срез и каждый плечевой срез. Ну, плечевые срезы, я думаю, что все-таки я сделаю в разутюжку. Здесь мне ничего не мешает. Поэтому я сейчас обрабатываю отдельно все плечевые срезы, сшиваю плечевые срезы на расстоянии 1,5 сантиметра, делаю соединение, то есть я сейчас скалываю вот так боковой подкройной бачок со спинкой, подкройной бачок с полочкой, сшиваю на расстоянии 1,5 сантиметра. То есть 1,5 сантиметра это ширина лапки, на максимум иголочку сдвигаем, это будет у нас 1,5 сантиметра. То есть ничего не нужно заморачиваться, да. Вот я сейчас таким образом, значит, пришиваю бачок к своим деталям, к спинке и полочке и сшиваю плечевые срезы. Ну и на сегодня я, к сожалению, уже заканчиваю. Все это сделаю за кадром. Для меня это будет намного быстрее, чем я буду показывать каждое движение. К сожалению, времени у меня просто очень мало. Хочется закончить на этой неделе. Просто, ну я думаю, что осталось одно видео, осталась одна часть, чтобы закончить наш жакетик. Ну и, возможно, я еще сделаю отдельное видео, обзор нашего готового жакета. Но это уже другая история. На сегодня всем пока, до новых встреч!